стало известно, цель визита итальянского фигуриста Грасля в Ледовый дворец Хрустальный. Думаю, ни для кого это уже не секрет, так как в интернете гуляет куча фотографий. Да, Даниэль приехал поработать, вчера даже на джаз приходил. Кстати, он подготовленный в танцевальном плане парень, что большая редкость для Европы, сказал Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе. Для Этери Георгиевны 2022 год выдался невероятно драматичным. Выдающийся тренер должна была пожинать плоды грандиозного успеха после Олимпиады в Пекине, собрав с талантливыми воспитанницами все медали в соревнованиях девушек. Однако вместо триумфа в Поднебесной ее ожидали голодные игры. Вместе с Камилой Валиевой за ней развернулась настоящая охота иностранных изданий, лидеров мнений и простых пользователей, обвинявших в нечестной игре и жаждавших возмездия за все былые заслуги. Дальше тоже было не легче. Уход Косторной, хейт за поездки к дочери в Америку, неожиданный переход Трусовой в самом начале сезона, травмы спортсменок и проигрыш команде Плющенко на прыжковом турнире. Слишком много свалилось на хрупкие женские плечи. И все-таки Тутберидзе не пала духом. Продолжала работать дальше вопреки всем невзгодам, потокам критики, а порой и откровенной ненависти в ее сторону. Поездка на Олимпиаду 2022 началась для Этери Тутберидзе идеально. Все 3 квоты у одиночниц заработали ее блистательные воспитанницы. Никто не сомневался, что Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова оккупируют подиум и легко обойдут всех соперниц. Радость вызывал и прорыв дочери Дианы Дэвис. Она в дуэте с Глебом Смолкиным получила возможность в Пекине защищать честь России в танцах на льду, а первая попытка тренировать спортивные пары вот-вот должна была принести олимпийские всходы, и Евгения Тарасова, Владимир Морозов считались одними из фаворитов главного турнира четырехлетия. Все шло по плану. Валиева выдала безупречный прокат в короткой, на командном турнире и отлично проявила себя в произвольной, привычно поднявшись по турнирной таблице на космическую высоту. К сожалению, на этом праздник спорта закончился. У Камилы вдруг нашли допинг в старой пробе, взятый 25 декабря 2021 года на чемпионате России. Громкий скандал, отмена награждения и представление Этери, главной злодейкой мирового фигурного катания, в иностранной прессе. Такого поворота событий никто не ожидал. Зарубежная публика с готовностью уцепилась за версию, что секрет уникальной методики русского тренера кроется в волшебных таблетках, но и соотечественники ее не щадили. В одной из соцсетей вывели в трендах на первое место хэштег «Позор Тутберидзе». Вот так в один миг первоклассного тренера низвергли на самое дно общественной мысли. С учетом обрушившегося хейта непосредственно на Валиеву и демонстративного осуждения ее до допуска к личному турниру, было ожидаемо, что она дрогнет там, где должна была парить на коньках, к очередной победе. И все же 4-е место 15-летней девочки в индивидуальном зачете на играх в Пекине поразило и расстроило даже Тутберидзе. Судьи, ранее в немом восторге голосовавшие за ее подопечных, ухватились за шанс сломить затянувшееся господство россиянок на международных стартах. А самое неприятное, что завоевание золота Щербаковой и серебра Трусовой не добавило в это темное царство ни капли лучика света. 2-го места для русской ракеты, феноменально исполнившей 5 квадов в произвольной программе, откровенно было недостаточно. Этери приписали еще одну вину. Как будто это она выставляла оценки. В такой обстановке дебют единственной дочери на Олимпиаде стал, пожалуй, единственной отдушиной железной леди, которая на самом деле вовсе не железная. Ну и серебро Тарасовой, Морозова, которые точно считали Этери своей спасительницей, а не айсбергом, помешавшим вырвать золото у китайской пары. Допинг-скандалы и душераздирающие развязки личного турнира у девушек, этих драм Этери бы хватило до конца нового олимпийского цикла. Но 2022 год и не думал на этом останавливаться. Уход Алены Косторной к Елене Буяновой в ЦСКА, пусть и по обоюдному согласию, не прибавил симпатий знаменитому тренеру. Скорее открыл ворота в бурное обсуждение методов ее тренировок, где взрослым девушкам нет места. Летом противники Тутберидзе буквально ликовали. Наконец-то Международный союз конькобежцев, АИСУ, принял поэтапное поднятие возрастного ценза у одиночниц. Это может обернуться катастрофой для команды Тутберидзе. Их 17-летние фигуристки едва держатся, предрекал в начале года американский журналист Дэйв Лис. В мае Тутберидзе, как обычно, отправилась в США навестить дочь Диану Дэвис,
которая там тренируется с Глебом Смолкиным уже несколько лет. В американской сети посыпались угрозы. «Вышвырните ее из страны», писали в комментариях под новостью о приезде Тутберидзе на странице The Skating Lesson. За океаном в репутации специалиста и до истории с допингом сомневались, а после не колеблясь записали в абьюзеры и нарушительницы правил чистого спорта. И Этери этих выпадов не испугалась. И действительно все нападки в сети так там и остались. Вроде можно вздохнуть и насладиться общением с дочерью. Но только не тренеру, неустанно кующему чемпионок. Ранее упомянутый американский журналист Дэйв Лис фактически устроил в США слежку за Этери и Дианой с Глебом. Это он регулярно сливал информацию о просмотрах молодой танцевальной пары в разных клубах и уходе из группы известного тренера Игоря Шпильбанда. Это Лис развязал истерику вокруг гипотетического желания Дианы и Глеба выступать за США и регулярно находил якобы улики готовящегося перехода. Этери долго терпела, но однажды не выдержала, высказав в соцсетях все, что думает об американце. Конечно, ее вспышку использовали для нового витка травли. Долгое же отсутствие Тутберидзе в России послужило для некоторых основанием верить, что она и не собирается возвращаться назад. Мол, в Новогорске начались сборы, а она все никак не спешит обратно. А уж как возбудила новость о второй за лето поездке Этери в Америку к дочери. Подозрительно до ужаса. Старт нового сезона ознаменовался для Тутберидзе пхенчханскими флешбэками. После мирно отгремевших контрольных прокатов в конце сентября ее внезапно покинула Александра Трусова. И хотя, за исключением серебряной медали, до травмы посреди олимпийского сезона ничего не роднит этот случай с кейсом Медведевой, осадок очень неприятный. Потеря столь сильной совершеннолетней спортсменки вновь обращала Этери в детского тренера. Наличие Анны Щербаковой значения не имело, ведь она решила пропустить сезон, чтобы восстановиться после операции на мениске, и присоединилась к дружной компании Алины Загитовой и Алексея Ягудина, ведущих ледниковый период. Оставалось надеяться, что, по крайней мере, восходящие звездочки Софья Акатьева и Аделия Петросян будут столь филигранно кататься на этапах российского гран-при, что создадут вместе с Камилой Валиевой новое непобедимое трио. Однако этого не произошло. Вчерашние юниорки не радовали чистотой катания, а Аделия к тому же травмировалась, успев выступить лишь на одном этапе. Дарья Усачева и Майя Хромых, некогда покорявшие с Камилой юниорский чемпионат мира, и вовсе не вышли в сезон. В итоге, как и после Олимпиады 2018, самой взрослой спортсменкой Этери оказалась 16-летняя девушка. Но и с ней, а точнее, и ее новой произвольной программой не обошлось без бед. Постановку про события на Олимпиаде многие не поняли. За рубежом творения, воспроизведенное Камилой, сочли провокационным и циничным. В начале декабря предпочитающую работать без лишнего шума, Тутберидзе столкнулись с Евгением Плющенко. Федерация фигурного катания России в сотрудничестве с Первым каналом устроила прыжковый турнир с элементами шоу. Соревнования разделили на индивидуальное и командное состязание. В последнем организовали битву трех школ – Тутберидзе, Плющенко и Мишина. Едва ли в планы Этери перед чемпионатом России входило развлечение публики за счет противостояния с Плющенко, не говоря об обидном поражении, которое никоим образом не относилось непосредственно к ее тренерскому штабу. Но коварный вопрос Максима Транькова, ждет ли она реванша, вынудил твердо ответить: жажду ли реванша? Обязательно. На Кубке Первого канала? И там тоже. Этери ни капли не шутила. Спорт – серьезное дело. И реванш взяла, не дожидаясь Кубка Первого канала, на чемпионате России в Красноярске. Да, весь подиум ее девочки не захватили, но золото и серебро – очень крутой результат, особенно в условиях заметно поредевшей группы в плане боевых фигуристок. Это позволило Тутберидзе закрыть безумный 2022 год на высокой ноте, с чувством выполненного долга написать пост в соцсетях и отправиться работать дальше. «Весь мир хочет работать с Тутберидзе, это было, есть и будет», сказал Ринат Лайшев, руководитель Центра спорта и образования «Самбо-70». Как бы они ни злились, как бы кто ни хотел, как бы кто ни ненавидел, так будет продолжаться. Здесь никакого геройства нет. Приехал Даниэль Грасль, молодец, хочет повысить свой уровень мастерства, выбрал одного из сильнейших тренеров в мире и занимается своим делом, которым должен заниматься. А тот, кто его осудил за это, они ничего не умеют, даже кататься толком, им остается только осуждать. Это вообще не должно мешаться с политикой,
и ребята должны заниматься повышением уровня своего мастерства, искусства, красоты, спорта, сказал Лаишев.